Всем привет! Я Макс Асабин. Недавно я достаточно удачно стартанул в ТикТоке со своими рисунками, так что прощай YouTube и Photoshop. Ладно, хоть этот скетч мне уже нравится, собрались мы сегодня здесь, чтобы сделать из него вот это. На самом деле, с самого детства я любил рисовать, и даже когда открыл для себя фотомонтаж и разные сферы дизайна, я продолжал хоть и медленно, но стремиться самореализовываться в чистом рисовании. Так что это было странно, но приятно в отдельном уголке интернета найти аудиторию, которую заинтересовали именно мои рисунки. Привет всем тиктокерским. К задумке этого арта я пришел после перебора нескольких более постапокалиптичных набросков, но в итоге мой настрой уловил немного в другую сторону. И я думаю, для некоторых из вас будет достаточно очевиден источник вдохновения для этого арта. Пишите, если понимаете, о ком я. На прорисовку этого варианта наброска у меня ушел час. Я проработал его ровно в той степени, которой мне хватило, чтобы достаточно точно представлять, какой я хочу видеть финальную фотоманипуляцию. И теперь осталось только собрать несколько десятков исходников, и можно приступать к следующему шагу. Итак, переходим к фотобашу. Исходник с авто подходит не по всем параметрам. В частности, он снят немного высоковато для меня. И я делю его на части, чтобы пересобрать в нужной перспективе. Держа в уме линию горизонта, я выстраиваю все так, чтобы горизонтальные детали авто, наиболее близкие к ней, были под меньшим углом, а те, что далеки, под большим. Надеюсь, вы поняли, что я имею в виду. Это основа перспективы. Вот это подходит мне гораздо больше. Далее подбираю более аутентичные и душевные колеса, немного подтягиваю их под нашу перспективу, добавляю крышку бензобака, которой тут нет, потому что исходник отраженный, и приклеиваю другую заднюю часть кузова, потому что я уж очень хотел Volvo, а в легальных стоках нашел то, что нашел. И на данный момент я решил, что такая кастомная тачка меня устраивает. Мы к ней вернемся чуть позже. Я заранее подготавливаю несколько кусков грязных машин, чтобы потом вытащить из них текстуры, и перехожу к сборке персонажа. К счастью, удобных кадров с дождевиками на стоках оказалось полно. И эта часть не заняла много времени. Хоть и поначалу пропорции частей тела вышли кривоватыми. Далее я нарисую для себя набросок со схемой анатомических пропорций, хотя мне это не сильно поможет. Выберу совсем другие ноги, и после окончания сборки частей перейду к их более аккуратной подгонке и финальной чистовой обтравке. Однако, по своей ошибке я не записал этот момент, а откатываться назад и делать это все заново для записи, нет. Вот уже чистовой вид. Почти. Потому что из-за перспективных смещений у нас перекосилась внутренняя часть крыши и салона, который мы видим через стекло. Я добавляю кусок неискаженного оригинала и растягиваю его, чтобы разобраться, что к чему, и хоть немного сымитировать правильную перспективу крыши. Это не сильно мне помогает, но я стараюсь провязать более-менее правильную форму окон с учетом предполагаемого расположения деталей салона, ориентируясь на другие референсы из интернета и собственное воображение. Вроде получилось. Дальше немного работы над мелочами, и можно переходить по краске машины. Это проще всего делать картой градиента, настроив градиент от черного цвета до нужного нам. На маске мы прячем то, что красить не нужно. Черные пластмассовые части, фары, номер, хромированные детали, стекла и так далее. Я добавляю еще пару мелочей вроде другой выхлопной трубы и накладываю заготовленные куски с грязью, подтягивая их цвета через кривые, Hue Saturation, карту градиента и все остальное, что попадется под руку. Серую грязь накладываю режимом экран, а темную умножением. После этого беру разные гранжевые кисти и закрашиваю глянцевые отражения. Во-первых, они однозначно плохо соответствуют окружению, во-вторых, для моей задумки машину важно было сильно состарить. Попутно я закрашиваю лишние куски старого кривого салона просто в темный цвет и меняю расположение номера, потому что я так хочу. После этого я также прячу мелкие косячки на персонажа, дорабатываю края и немного подгоняю освещение, вгоняя что-то в тень, а что-то слегка подсвечивая. Теперь можно переходить к фону, а конкретно к его переднему плану. Начинаю с дороги, не жалея ее перспективы и сильно искажая все под нужный мне ракурс, а затем постепенно наращиваю по краям от дороги гравий, траву, камни и прочее. Пока что не подгоняя ничего по цветам. На мой взгляд, это помогает внимательнее работать над краями и правильнее смешивать куски.
Ну, если все сразу подогнать под один цвет, то можно замылить глаз, и даже кривая склейка будет выглядеть достаточной. Мне кажется, это одна из главных ошибок, которую я вижу у новичков. Именно желание поскорее залить все одним цветом обрубает любое стремление к старательности и качественному результату во всех нюансах. Так что мой вам совет: не облегчайте себе работу раньше времени. И сначала склейте вашу картинку так, чтобы даже с разными цветами она выглядела более-менее складно. А потом уже красьте. С природой на переднем плане почти разобрались, и можно поработать над задним. Исходник с озером и какими-то домами на фоне снят слишком высоко, и чтобы перспектива не палилась, я немного сплющиваю озеро. Лес на фоне я заменяю. О, а этот исходник моя гордость. Небо я сфоткал сам, на телефон, на выходе из магазина. Уж очень восхитило меня это сочетание тучи и заката. Кстати, поэтому я даже немного отошел от скетча, где не было никаких намеков на солнце. Далее я уже добавляю все вперемешку: горы, заборы, и потихоньку начинаю работать над цветом. Как можете заметить, многие объекты я вырезаю с помощью микширования каналов. Я рассказывал об этом способе много раз, в том числе в подробном видео о способах обтравки. Ссылка на этот урок есть в описании. Нормальный исходник с сетчатым забором и проволокой я нашел только такой, поэтому я дублирую и отзеркаливаю его, чтобы немного продлить. Заодно немного приминаю, а стыкую два куска, вручную дорисовывая соединение. Для мрачности сверху я накидываю предостерегающий знак и еще больше колючей проволоки. А можно обыграть ею и перспективу, добавив еще больше проволоки, но на передний план. В какой-то момент пропорции персонажа начинают все сильнее мозолить мне глаза. Я начинаю их править и жалею о том, что делал обтравку уже на полностью собранного персонажа, а не на отдельные его части. Соответственно, при изменении пропорций частей мне приходится переделывать и обтравку. Это не ок. А теперь самое сложное. Нарисуем тень под все, нарисовали? Ну, снова возвращаемся к окружению. Потерпите, осталось немножко. Всего лишь добавить чуть деревьев сзади и поработать над знаком на дороге. Пусть он нагнетает еще больше атмосферы запретной зоны. Немного видоизменив, продублируем его и сюда. Заканчиваем со знаками, и можно переходить к подгонке по цветам и освещению. Почти для всего этого я использую кривые. Для меня это лучший инструмент работы как с яркостью, так и с цветом. О кривых я вам уже рассказал все максимально подробно в отдельном видео, ссылка тоже в описании. Закат у нас находится где-то за горами и не освещает почти ничего в кадре, но до горы слева он все-таки достает, и я рисую на ней теплый свет. Эту тему я тоже разбирал в том видео о кривых. Средний план слишком выделяется контрастом, нужно спрятать его в дымку воздушной перспективы. И для этого я тоже использую кривые, и об этом я рассказывал в том видео. Ладно, дальше немного отражаем светлый кусок неба в воде и подгоняем цвета ближнего плана. В основном работая с красным каналом. Его слишком много, нужно прижать его, чтобы сделать все холоднее. Погодите, кажется, я рассказывал об этом подробно в своем видео про кривые. Господи, посмотрите его, пожалуйста. Я так старался, а его почти никто не видел. Сухая трава нам не подходит. Освежаем ее, стараясь не задевать камни, пряча их масочкой. Осталось погрузить все в холодный мрачняк, и работа с цветом почти окончена. Тут я возвращаю спрятанные слои с грязью и работаю над разными мелочами. Немного с текстурой, цветом, светом и так далее. Как же я мог забыть об объекте в небе? Я быстренько сделал его в блендере, выдавив несколько полосочек и настроив шейдеры под металл, настроив HDR-ку и освещение близкое к моему окружению. Процесс не записывал, но с моделькой и окружением тут все примитивно, а ноды шейдера выглядят как-то так, если вам интересно. Тоже подгоняю под цвета проекта, немного прячу за облаками, используя свои дымные кисти. Далее я еще больше углубляюсь в детали. Правлю косячки на разных масках, еще немного рисую поверх авто, добавляя гранжевости, дорабатываю салон, стекла, отцветы и всякие приятные мелочи. Особенно уделяю внимание освещению от неба и прорисовываю его очень старательно. От этого сильно зависит восприятие машины в общей композиции. Также я рисую немного поверх персонажа, в основном чтобы выправить разные освещения на кусках дождевика, дорисовать всякие мелочи вроде волос, добавить теней там, где их не хватает, особенно на обуви,
и немного света на джинсах. Вроде на видео это все выглядит как совсем мелкие доработки, но если сравнить, как персонаж выглядит с ними и без, разница более заметна. Дорабатывая детали окружения, я немного засвечиваю проволоку, попадающую на участок самым ярким небом. Мы помним, что слоев с проволокой у нас много, и подсвечивая их в разной степени, я добиваюсь некоторой объемности. И перехожу к доработке ландшафта. Особенно важно нарисовать чуточку света на камнях, чтобы добавить их рельефу выразительности. Ну и берег у нас обрывается как-то некрасиво. Я добавлю в его маску более удачный контур травы. Под конец можно еще немного поработать над освещением объекта в небе. Местами подсветить само небо, и можно потихоньку завершать работу. Изначально вы могли заметить, в моем наброске была идея добавить свет в салон авто, и я даже начал добавлять его и на финальную работу. Но в итоге отказался от этой идеи. Как считаете, правильно сделал, или все-таки со светом выглядело более интересно? Впрочем, неважно. Спустя день после окончания работы, посмотрев на все свежим взглядом, я понял, что мне что-то не нравится в этой работе. И снова сел дорабатывать мелочи. Записывать я это не стал, чтобы вы не смотрели на мои затупы и как я кручу туда-сюда цвета, свет и прочее. Но в какой-то момент я понял, что меня еще и не устраивает мой Volvo BMW-шный Frankenstein. И я решил сделать машину более похожей на Volvo. В итоге я перекромсал и перерисовал практически все детали кузова, и я не знаю, зачем я это сделал. Возможно, мне нужно обсудить это с психотерапевтом. Ладно, главное, что теперь я сам доволен результатом. Надеюсь, вам он тоже понравился, как и это видео. И если да, буду благодарен вашему лайку и подписке. Кстати, полная запись процесса без ускорения и даже PSD-шник уже доступны моим патронам 2 и 3 уровня соответственно. Спасибо каждому патрону за поддержку моего творчества. А вам спасибо за то, что посмотрели видео до конца. До встречи!